С раннего утра в доме Андерсонов, расположенном в уединенном уголке небольшого городка, царила тихая и мирная атмосфера. Однако вскоре мирный день был нарушен странными событиями, связанными с их любимой кошкой по имени Триша. Это была грациозная черно-белая красавица с выразительными зелеными глазами, но в последнее время ее поведение стало весьма необычным. Триша пропадала из дома на часы, возвращаясь с чем-то в зубах. Мари, младшая дочь семьи, все это время просто думала, что Триша играет. Возможно, у нее завязалась новая игра с соседскими котами, или она нашла своего супергеройского врага среди местных птичек. Однако вскоре стало ясно, что это не совсем так. Один раз вернувшись, Триша принесла что-то маленькое и живое. Мари вскрикнула от неожиданности, когда увидела, что это новорожденный щенок, который жалобно пищал. Сначала ее родители, Алекс и Сара, были в замешательстве и даже слегка испугались, ведь у них не было никаких собак. Но наблюдая за тем, как заботливо Триша усаживала щенка рядом с собой, они поняли, что с их кошкой происходит нечто удивительное. На следующее утро все в доме были потрясены вновь. Триша принесла еще одного щенка, а потом еще троих. Мягкие, пушистые создания с беззащитными глазами и нежным песком мгновенно завоевали любовь и внимание всех членов семьи. Они прибежали в коридор, полные восторга, и с замиранием сердца смотрели, как их кошка становится матерью для этих беззащитных созданий. Триша проявляла невероятную заботу, но вскоре стало понятно, что ее молока не хватает, чтобы накормить всех 5 щенков. Сара, не растерявшись, решила взять ситуацию в свои руки. Она начала подкармливать щенков специальной смесью из бутылочки, и вскоре дом Андерсонов стал настоящим приютом для этих маленьких созданий. Мари с радостью помогала матери в этом процессе, Алекс, хоть и с некоторыми опасениями, старался поддерживать их обеих. Дом наполнился веселым лаем и счастливым мяуканьем, но вместе с радостью пришли и свои трудности. Слухи о материнском подвиге Триши быстро разлетелись по округе. Соседи не могли поверить своим ушам, когда слышали о невероятной заботе кошки. Миссис Гейс, ее недовольная соседка, всегда подозревала Тришу, считая, что она ворует щенков. С другой стороны, мистер Питерс, добродушный старик, восхищался этой историей и приносил семью Андерсонов свежий хлеб, чтобы поддержать их труд. Тем временем жизнь в доме становилась все более насыщенной. Мари проводила с щенками каждую свободную минуту, и ей казалось, что она нашла свое истинное призвание – заботиться о самом беззащитном и незащищенном. Однако у этого счастья была и обратная сторона. Уход за щенками и Тришей стал никакой не легкой ношей для Алекса и Сары. Спустя несколько дней финансовая нагрузка начала ощущаться. Вместо того, чтобы радоваться, Алекс и Сара начали понимать, что забота о стольких детенышах требует немалых затрат. «Зачем нам это?» – произносил Алекс на кухне, когда Сара пыталась рассказать о новых поступлениях в попечительский совет. Правило о том, что их семейный бюджет должен быть с наклоном в сторону щенков, стало причиной многих споров. Соседи, все так же обсуждая Тришу и ее щенков, начали говорить о возможном вызове службы отлова животных. Это все больше добавляло напряжения в атмосферу дома, и, отчаявшись, Мари решила, что должна разузнать, откуда же Триша собирает этих щенков. Она в тот же день решила проследить за своей кошкой, полагая, что ответы, которые они искали, могут быть где-то рядом. Мари была полна решимости провести свое собственное расследование. Она тихо следила за Тришей и вскоре заметила, что та направляется в сторону заброшенного сарая в конце улицы. С замиранием сердца она решила последовать за кошкой и оказалась перед впечатляющей картиной. В сарае сидела овчарка с несколькими щенками, объединившимися в защищенный кружок вокруг матери. Разволнованная, Мари быстро вернулась домой и рассказала об этом родителям, но те не уверовали в ее слова. «Это лишь игра воображения», — сказала ей Сара, но у Мари были свои доказательства.
Мари не оставила свои намерения, и несколькими днями позже, собрав все необходимые вещички, она подошла к Алексу с просьбой о помощи. Алекс, хоть и колебался, все равно согласился на поисковую операцию, и уже вскоре они организовали спасение овчарки. Подготовка к спасению привлекла внимание многих. Мама Мари, Сара, жила с завидной легкостью в организации всего происходящего. Они сняли видео, и оно быстро стало вирусным. Собрало более 1 миллиона просмотров во всемирной паутине. Люди со всех концов страны поддерживали их, и вскоре в регионе началось движение за защиту животных. Однако радость длилась недолго. На пороге семьи Андерсонов появился Майкл, владелец овчарки, который заявил права на щенков. Этот неожиданный поворот событий добавил интригу в уютное существование семьи. Триша резко зашипела на Майкла. Она крепко прижимала к себе щенков, как бы защищая их от нежелательного вторжения. Тем временем слухи о странных происшествиях вокруг Андерсонов продолжали распространяться по округе. У 3 соседских семей пропали животные, а один из кошачьих братьев Триши больше не приходил на лужайку в какой-то радужной беззаботности. Вскоре на заборе появилось предупреждение, угрожающее родственникам щенков. Алекс, обеспокоенный, решил установить камеры по периметру дома. Он отпустил свой строительный талант на полную катушку, и вскоре дома появились защитники. Семья чувствовала себя в безопасности, но беда их не оставляла. К тому времени, когда камеры начали фиксировать подозрительную фигуру, каждый член семьи понимал, что они оказались втянутыми в игру, где противники действовали хитро. Вскоре Триша начала приносить кусочки корма в странных обертках. Мари отметила это как странное поведение и решила исследовать дальнейшие улицы, где они обычно гуляли. Куда бы она ни шла, ее сердце постоянно било тревогу. Она чувствовала, что за углом мог скрываться кто-то угрожающий. На следующий день, после того, как Мари вновь пошла исследовать заброшенный сарай, она нашла еще одного щенка, который прятался под затопленной частью. Вид у него был жалкий, будто он в последние мгновения ждал, что кто-то о нем позаботится. Мари, ободренная находками, поняла, что их борьба только начинается. Но тут пришла еще одна беда. Триша исчезла. Вечером ее не оказалось дома. Мари, охваченная паникой, начала искать ее в округе. Ей самой становилось страшно. Что, если с ней случилось что-то ужасное? Каждый уголок и каждый звук заставляли ее вслушиваться в шепот, спасая надежду. Спустя несколько дней разысков, когда Алекс и Сара переживали за благополучие всех участников, Рэй, сосед с не самым хорошим имиджем, вскрыл заброшенный склад. Они с Адамом шли внутрь с осветительными приборами, решив поставить точку в этом беспорядке. Это было похоже на открытие некоего злого мира, когда внутри они увидели клетки с щенками и, к их ужасу, Тришу. Когда Рэй предложил забрать Тришу, он не учел, что это была ловушка. И когда Рэй попытался вырвать ключ у Алекса, предоставляя им ситуацию, Алекс вспомнил о том, как они были связаны с великими делами, и у него закрались сомнения. Внезапно Триша взвыла, щенки начали гавкать, и защитники, которых свела случайность, ворвались на склад. В этот момент защитники в лице Мари и других местных жителей оказались вне себя от шока. Каждая секунда тянулась, пока они не поняли, что это действительно их шанс остановить кошмары, от которых они страдали. Уже вскоре видео, снятое раньше, попало в руки девушки, работавшей в приюте с Рэем, которая оказалась на связи и подняла тревогу. Весь округ начал собираться, и их единство принесло плоды. В подвале они нашли еще 6 щенков, а что еще более шокировало Тео – взрослых собак. Они поняли, что Рэй использовал Тришу как приманку, чтобы следить за их действиями. Но это не было завершением их приключений. Триша, преодолев все ужасы, привела Алекса и Мари к брошенному фургону, где прятался похищенный мальчик. Он был испуган, уставший, но увидев Тришу, в которых была вся преданная сила, он осмелел.
Мальчик сбежал от своих похитителей и прятался в этом заброшенном фургоне, пока Триша приносила ему еду. Когда Мари прибежала к нему с Алекса, она не смогла удержать слез. Этот момент стал поворотным, и Сара была в шоке, когда они увидели, как Триша приняла свой истинный облик. Она была ангелом, явившись в их жизни. История спасения мальчика быстро облетела страну, и о Трише узнали все. Каждый вечер по новостям рассказывали о ее преданности и смелости. Эта необычная история стала символом мужественного поступка, и Мари стала гордостью в школе, делясь своими рассказами с друзьями. Но в жизни каждый момент имеет свой процент странностей. Вскоре Сара нашла необычный кулон, который хранился у родных в старых вещах. В этом кулоне было фото девочки и кошки, идентичной Трише. И когда, разглядев это, они все насторожились. Аудиодоказательства были весьма редкими. И зоолог, которому они показали находку, подтвердил, что такое проявление эмпатии у животных встречается крайне редко. На фото действительно была девочка по имени Лили, пропавшая в 1988 году вместе с кошкой. Эти слова заставили весь город замереть. Люди начали подозревать, что Триша действительно является реинкарнацией той кошки, что было просто невозможным для понимания. СМИ захлестнуло внимание к этой чудесной истории, и семья Андерсонов оказалась в центре всех обсуждений. К этому моменту произошел суд над Рэем и Майклом, где большинство показаний были ориентированы на вина Рэя, а доказательства подделок в его свидетельстве были налицо. Триша, несмотря на страдания, стала символом спасения и добра. Суд над Рэем и Майклом завершился, щенки были разбросаны по новым домам, а мальчик обрел новую семью. История о Трише и ее преданности успокоила души. Счастье и мир снова воцарились в округе, и все казалось на своих местах. Однако последний поворот сюжета оказался самым странным и загадочным. После чего, как Алекс поблагодарил Тришу за все, и она исчезла так же внезапно, как и пришла в их жизнь. Не оставляя следов, она как будто унесла с собой все воспоминания о приключениях, оставляя людей думать о том, каким образом она повлияла на их существование. Спустя несколько месяцев в другом городе Триша появилась в доме, где тяжело болел маленький ребенок. Ее мирные шаги вновь начали тянуть ее к новому спасению, и история Триши продолжалась. Она стала вечной частью сердец тех, кто ее знал и любил, и продолжала вносить свет и надежду в любые места, куда бы ни шла.